Уважаемые друзья, коллеги, участники проекта, подписчики, 15 ноября этого года 15 государств Азии подписали соглашение о всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве. Речь идет о гигантской зоне свободной торговли в Восточной Азии, которая объединит более 2 миллиардов человек и 30% мирового ВВП. Такая серьезная тема сразу же вызвала ажиотаж СМИ. И СМИ на Западе, в России, в Гонконге, они не упустили шанса назвать это очередным актом роста влияния Китая, что, дескать, эта зона создана в интересах Китая, Китаем пролоббирована и является неким противовесом Соединенным Штатам, которые сейчас заняты внутренней борьбой. Действительно ли это так? На самом деле, очень многие эти заявления в СМИ и экспертов, и очень уважаемых, можно подвергнуть очень серьезным сомнениям. Но для того, чтобы действительно сомневаться в этом, нужно обратиться к фактам, в первую очередь к истории создания этой зоны, и мы сразу поймем, кто действительно является бенефициаром этого всего явления. В первую очередь надо вспомнить, что зона она формируется вокруг стран АСЕАН. Это ассоциация стран Юго-Восточной Азии, более 10 государств, и ее создание и переход в некое состояние, которое мы сегодня называем РСЕП или ВРЭП, оно происходило этапно и началось в 2001 году, когда была создана организация АСЕАН плюс 3. То есть к АСЕАН присоединились Япония, Южная Корея и Китайская Народная Республика. Самое интересное это то, что в 2006 году по инициативе Японии, и, кстати говоря, в 2001 году это все произошло по инициативе Японии, в 2006 году по инициативе Японии был образован союз АСЕАН плюс 6, в который вошли Новая Зеландия, союзник Соединенных Штатов, Австралия, союзник Соединенных Штатов, и Индия, которая тоже имеет тесные отношения с западным миром. И называлось это соглашение АСЕАН плюс 6 СЕП, то есть Comprehensive Economic Partnership. И название это было придумано в Японии. И если мы обратимся сейчас не к домыслам, не рассуждениям о далеком будущем, а о фактах, которые действительно можно привести, а факты это снижение тарифов и пошлин между государствами, то мы увидим, что кроме заявлений на фоне каких-то, благопожеланий и общих слов, информация о снижении пошлин есть только в отношении Японии. По итогам подписания этого соглашения 90% товаров, экспортирующихся из Японии в Китай, будут беспошлинными. В первую очередь это касается автомобильной промышленности. Японские автомобильные гиганты получат гигантский беспошлинный рынок Китая, пошлины на некоторые запчасти, двигатели и другие важнейшие компоненты, которые будут поставляться на те же сборочные цеха в Китай из Японии, на них пошлины будут упразднены до 90%. То есть Япония является первым бенефициаром в создании этой зоны. Самая важная деталь, что мы должны знать о Японии, то что Япония в первую очередь защищает свой сельскохозяйственный рынок, своих сельхозпроизводителей. Это стратегия продовольственной безопасности. Сельское хозяйство в Японии крайне невыгодно. И если бы не было запретительных пошлин, то сельские производители в Японии не выдержали бы никакой конкуренции ни с кем и были бы уничтожены. И Япония бы оказалась в сельскохозяйственной продовольственной зависимости от других стран. Так вот, Япония не спешит снимать пошлины со своих на импортную продукцию сельского хозяйства. Более того, японские производители получат массу преференций в Южной Корее, и японские товары получат массу плюсов при экспорте в Южную Корею, имею в виду продовольствие, и Китай. То есть мы видим, что по другим странам информация отсутствует, либо имеются в виду только желания участников снизить пошлины, а у Японии уже готовый план по
снижению тарифов и масштабному присутствию, расширению этого присутствия на китайском рынке. Но этим картина не заканчивается. Дело в том, что у нас часто, когда мы смотрим торговую статистику по Китайской Народной Республике, мы видим, что часто Китай подменяет свою торговую статистику тем, что оперирует зонами торговыми типа АСЕАН, Европейского Союза и очень редко говорит о реальном перечне самых крупных торговых партнеров Китайской Народной Республики. Де-факто реально самые крупные торговые партнеры Китая, в первую очередь, это Соединенные Штаты, порядка 550 миллиардов долларов товарооборот. Вторые за Соединенными Штатами следует Япония. Что это значит? Товарооборот Китая и Японии он составляет свыше 300 миллиардов долларов. И я думаю, что по итогам этого года он превысит 330 миллиардов долларов. В ситуации исторического снижения товарооборота Китая и Соединенных Штатов на первый план выходит Япония как торговый партнер. А если мы прибавим к этому высокий технологический потенциал Японии, глубокое присутствие Японии на рынках китайских, то вырисовывается картина, что Китай возвращается в лоно колониальной зависимости от Японской империи. Однако картина реальных торговых партнеров на этом не исчерпывается. Третьим по величине торговым партнером является Республика Корея, Южная Корея. Товарооборот свыше 200 миллиардов долларов. На четвертом месте сейчас его делят, Соединенные Штаты, Вьетнам и Германия. И на пятом месте идет, соответственно, Австралия. Россия сильно отстает от этих игроков, и самая ближайшая цель – это заместить Австралию на рынке Китая. Для России это реальная цель и реально достижимая. Но, тем не менее, мы видим, что Япония является основным, вторым, номером 2 в внешней торговле и технологическом сотрудничестве с Китаем, а вместе с Кореей они создают реально противовес и даже больше, чем Соединенные Штаты. И между этими странами, как мы видим в последнее время, особенно при новом премьере Суга, новом премьере Японии, активная коммуникация идет по этому вопросу. То есть мы видим, что Россия была инициирована Японией. Основным вторым торговым партнером, помимо США и в отсутствии США, у Китая является Япония. В совокупности с Южной Кореей они создают некий костяк, который оказывает решающее влияние на Китай, на его технологическое развитие, на его внешнюю торговлю. И мы видим, что у Японии есть реальная информация по снижению пошлин и допуску японских автопроизводителей на территории Китая абсолютно беспошлинно, что, мягко говоря, не обрадует собственных китайских автопроизводителей, которые, как мы знаем из новостей на моем телеграм-канале, получили очень ощутимый удар. Однако этим картина не исчерпывается. Но если мы посмотрим, кто реально присоединялся сначала к СЕПу, а потом РСЕПу в Китае, то мы увидим, что непосредственно тот первый руководитель, который к этому объединению стал присоединяться, это бывший премьер-министр Китая Вэн Цзябао. Кто смотрит мои ролики, уже не первый раз слышит. Это руководитель из предшествующей когорты руководителей, тесно связанных с комсомолом. И самое интересное, что Вэн Цзябао – это потомственный выходец из Тяньцзиня, потомственный участник, член тяньцзинской элиты. Один из его родственников возглавлял этот город в период Гоминьдана Национальной партии Китая. А сам Вэн Цзябао родился в 1942 году на территории оккупированной Японией Тяньцзиня. Наверное, это просто совпадение, но тем не менее оно такой вот добавляет штрих к портрету Вэн Цзябао. И если вы помните, именно в связи с землетрясением в Японии Вэн Цзябао был озвучен глобалистский термин создания системы человечества с единой судьбой. Основной подписант соглашения со стороны Китая – это премьер Ли Кэцян.
представитель комсомольской системной оппозиционной группы, оппозиционной Си Цзиньпину. Первый визит в ранге премьер-министра в 2018 году Ли Кэтян нанес в Японию. Да, то есть вот в марте его назначили снова премьером, выбрали на сессии парламента, а вот уже в мае он поехал в Японию. И в данном случае эти факты, они, собственно, и говорят в пользу того, что основным бенефициаром этого соглашения является вовсе не Китай, а Япония, которая восстанавливает свои позиции в Юго-Восточной Азии, в Китае, в Корее на новых условиях, в новых условиях ухода США. И если неважно, какой будет президент, Трамп или Байден, Япония взяла курс на восстановление своего влияния в Восточной Азии. Дело в том, что очень трудно объяснить подписание этого соглашения именно в 2020 году. Почему? Потому что оно 8 лет обсуждается. Если кто знаком с бюрократическими, действиями переливания из пустого в порожнее, то очевидно, что 8 лет обсуждений представляло собой вот именно этот процесс. Однако в 2020 году это соглашение было подписано, и примечательно два факта. Первое – это то, что председателем АСЕАН, который и главный является драйвер вот такое создание свободной зоны, является Вьетнам. Это геополитический, скажем так, противник, вечный исторический противник Китайской Народной Республики. Об этом говорят и войны многократные, которые были между Китаем и Вьетнамом в 20 веке. И второй факт – это то, что к этому прекрасному союзу, этой свободной зоне, не присоединилась Индия, которая выстраивает союзнические отношения с Соединенными Штатами. Хотя Индия и Япония, они тесно связаны по взаимодействию в военной отрасли. А теперь, наверное, надо сказать пару слов о техническом исполнении этого соглашения. Здесь тоже все неоднозначно. В первую очередь должны быть ратифицированы эти соглашения собственными парламентами. Я думаю, что в Китае с этим торопиться не будут. И самое раннее эта ратификация произойдет в марте 2021 года на двух сессиях, на сессии парламента. Но этим дело не окончится. Самая важная и тяжелая работа, она произведет гораздо позже, когда начнут между собой в рамках этого соглашения работать тарифные комитеты стран. В Китае с этим проблем нет. Тарифный комитет возглавляет правая рука Ли Кэтяна, премьера, который подписывал. Это по совместительству его глава аппарата в Госсовете КНР. По сути дела, человек, который занимается всеми его делами, его секретарь. Он же и занимает позицию главы тарифного комитета. Его зовут Сяо Дзе. Соответственно, он сделал карьеру из провинции Ляонин. Кто знает историю китайско-японских войн, понимает, что значит эта провинция. Да и сам премьер-министр страны Ли Кэтян был главой этой провинции. Так вот, Сяо Дзе был министром финансов и совсем недавно стал в 2018 году главой аппарата правительства. Он же и занимается системой тарифов в рамках торговых войн с США и вот торговой кооперации с Японией. И вот у него вместе с его японскими коллегами предстоит большая работа по отмене этих тарифов и открытию дверей китайского рынка японским производителям, в первую очередь автопроизводителям. И большинство этих автопроизводителей, они сосредоточены в том числе в провинции Хубэй, широко известной в узких кругах. И действительно, непосредственно работа по тарифам будет связана с вообще нахождением Сяо Дзе на посту главы комитета по тарифам, потому что все может быть, могут быть кадровые ротации, и непосредственно с китайско-японскими отношениями. Не исключено, что они ухудшатся, и в связи с ухудшением этих отношений эта работа будет приостановлена. И основная цель Японии получить доступ расширенный на китайский рынок, она будет сорвана.
Ну, если подытожить то, о чем мы говорили, можно однозначно утверждать, что зона свободной торговли не во всем, но во многом это проект японский, создан в интересах Японии, создан в интересах реставрации влияния Японии в Юго-Восточной Азии и в условиях ухода из этого региона или, скажем так, провалившихся попыток создания в регионе каких-либо общностей под эгидой США. И в ближайшие 4 года Япония будет этот процесс форсировать. Не только в Китае. Очевидно, что Япония будет в тесную кооперацию вступать с производителями Юго-Восточной Азии, которые во многом представлены этническими китайцами, которые, однако, не разделяют внешнеполитических интересов Пекина. И, конечно, Япония будет продвигать свои интересы как третья сила, вытесняя китайских производителей из Австралии, из Новой Зеландии и из Южной Кореи. И новая, скажем так, стратегия Японии – это движение совокупно вместе со странами Юго-Восточной Азии и Кореи, не так, как было ошибочно предпринято Японией в середине 20 века, после чего Японская империя потерпела крах, а на новых, скажем так, в новом свете и в новом исполнении лозунга создания единой процветающей Азии под покровительством Японии. Спасибо большое. Ставьте лайки, подписывайтесь, рассказывайте друзьям, комментируйте, что вы по этому поводу думаете. И если хотите поддержать канал, становитесь спонсором, участником проекта. Это очень приятно мотивирует. Ну и у вас будет дополнительный доступ к другим материалам этого канала. Спасибо большое.